С приобретением моноколеса Kingsong 18L у меня появилась новая традиция. Уже третий год подряд, каждую осень я беру свое моноколесо и отправляюсь с ним на балкон, дабы сделать ему ежегодное техническое обслуживание. И в этом году мне предстоит поменять покрышку, которая прошла уже, между прочим, 10 тысяч километров, и на ней уже виден корт. Мне предстоит посмотреть, что же за этот пробег случилось с аккумулятором. Пришло время поменять педали. Ну и кроме того, у меня начала запотевать фара, и покрышка начала слегка чиркать о корпус. И кто знает, это так себе симптомы. Так что пойдем и заглянем внутрь. Я пропущу традиционное откручивание 30 винтиков ради снятия боковых крышек. Это уже было на канале, а мне самому не то что отвинчивать их, даже смотреть на это утомительно. Внешне, внутри никаких сюрпризов. Педали могли бы еще послужить, но выглядят они уже совсем убого. К тому же мне пришли долгожданные гексы. И первое, что меня интересует, это аккумулятор. Мне нравится, что 18L он упакован в отдельный пластиковый бокс. Это помогает и тепло зимой сохранить, да и элементы надежнее закрепить от ударов и механических повреждений. Впрочем, несмотря на укрепление тейпом по периметру, защелки все же частично пообламывались. Как мы видим, 84-вольтовый аккумулятор практически разряжен. Меня в этом состоянии интересует разбалансировка элементов. И вот тут я вижу очень приятный для меня сюрприз. Напряжение на элементах отличается не более чем на 0,01 вольта. Вторая аккумуляторная батарея тоже сюрпризов не принесла. Все замеры идентичны. Напомню, что это колесо прошло более 10 тысяч километров и перенесло 2 зимы. Так что, на мой взгляд, очень хороший результат. Конечно, еще необходимо измерить деградацию элементов, то есть емкость, которую он сможет отдать с полного заряда. И я это непременно сделаю, но, к сожалению, уже не в этом выпуске. На этом можно собрать и отложить аккумулятор и перейти к смене покрышки и педалей. Для этого сначала придется снять мотор-колесо. Ничего тут нового не скажу, но еще раз напомню, что стоит как можно осторожнее быть с проводами. Повредить их легко, а чинить их очень хлопотно. У меня был такой опыт, и я его запомнил надолго. Пока вытаскивал мотор-колесо, выяснилось то, что и так было вполне очевидно. На корпусе появились новые трещины. Укрепления, любезно изготовленные для меня Василием Вайстеч, отработали отлично, но трещины теперь пошли по бокам. Но заснять их я, конечно же, забыл. Как бы то ни было, я был готов к этому, поэтому для начала шпатлю их космофеном, а затем зашкуриваю все поверхности вокруг них. Жаль, что под рукой не нашлось наждачки покрупнее для лучшей адгезии. После этого я покрываю проблемные места серпянкой в один слой. Если честно, мне бы хотелось спустить 2 слоя, но места под аккумулятор и так еле хватает. Для того, чтобы сделать укрепления более надежными, я еще проделаю то же самое со внутренней стороны арки. Когда эпоксидка высохнет, я немного зашкурю и покрашу, или пролачу, чтобы снег и грязь меньше цеплялись за мое творчество и легче вываливались из арки моноколеса. А на этом, с укреплением корпуса, у меня вроде бы все. Остается лишь установить аккумуляторные батареи на место. Входят они немного туговато, местами пришлось отшлифовать эпоксидку. Забегая вперед, скажу, что первые 2 месяца зимней эксплуатации колесо выдержало на ура. Единственный минус работы с эпоксидкой – и это время высыхания. Чтобы сделать сначала одну сторону, а затем вторую, у меня ушло около 2 суток. Перехожу к смене покрышки. Мотор-колесо у меня покрыто пластидипом. Покрытие отлично сохранилось, поэтому заглядывать внутрь в этом году я не буду. Снимаю покрышку. Перед установкой мне пришлось очистить диск следов краски, которую я когда-то наносил, и обезжирить. После этого можно надевать новую покрышку. Стоит обратить внимание, что покрышка CST507, пришедшая на замену моему облысевшему носорогу, направленная, так что при ее установке необходимо это учитывать. Далее выправляю покрышку по ободу, для чего накачиваю до 3, а потом спускаю до 1/4 атмосферы и выправляю покрышку вдоль линии.
Вообще, более подробно о том, как выровнять покрышку, лучше посмотреть в отдельном ролике на канале. Ссылка в правом верхнем углу. От себя скажу, что выровнять ее как можно лучше очень важно, ибо после проклейки сделать это будет уже значительно труднее. И да, приклеивать ее настоятельно рекомендуется. Все дело в том, что это мотоциклетная покрышка, а сам диск сделан под велосипедный размер, и они немного отличаются. Кроме того, ситуация усугубляется еще и тем, что накачивать с ST507 приходится гораздо меньше. Во-первых, зимой давление рекомендуется снижать, а во-вторых, мотоциклетные покрышки в принципе рассчитаны на меньшее давление. Именно поэтому, чтобы не провернула покрышку на ободе и не вырвала ниппель, ее необходимо проклеить. Вообще, более детально про установку покрышки можно посмотреть видео инструкции от Василия Вайстеч. Ссылочку оставляю в описании. Покрашенный в черный цвет обод мотор колеса порядком облез, поэтому я его грунтую и подкрашиваю. Чтобы грунт и краска не попали на резину, использую по периметру малярный скотч. Не то чтобы я фанатею от черного обода, но мне кажется, что моноколесо так выглядит гармоничнее. Да и назад у меня уже дороги нет. Помимо всего прочего, у меня оторвалась заглушка от USB-порта. Заменить ее совсем несложно. Для этого необходимо отвинтить переднюю накладку, отсоединить плату и вставить и закрепить новую заглушку. Настала очередь фары. После снятия фары видно, что она вся залита грязью. Но вот незадача, контроллер при этом сидит хорошо, никаких протечек около радиатора я не нашел, что, признаться, меня несколько удивило. На всякий случай промазал все стыки и радиатор снизу, а также щели, через которые на фару потенциально может попадать вода. Да и саму фару я тоже промазал герметиком. А на этом, собственно, все. Остается только установить стойки и педали Gixxtec, но об этом я рассказывал в отдельном ролике. Ссылочка сейчас в правом верхнем углу. Отмечу лишь только, что болты под шестигранник явно давят на боковые крышки корпуса. В идеале стоило бы поискать более тонкие шайбочки, но под рукой у меня их не оказалось, поэтому я просто выбросил стопорные кольца, заменив их синим фиксатором резьбы, и немного сточил шляпки болтов по высоте. Результат меня вполне устроил. А на этом мне остается собрать моноколесо и поблагодарить всех, кто посмотрел ролик до этого момента. Желаю всем хорошего настроения. Анатолий, чертово колесо. До встречи в новых выпусках.